Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Данный мастер-класс по вязанию вот таких вот варежек. Узор ложная коса на тыльной стороне. Он совсем легкий в исполнении, запоминается быстро. Можно вязать даже без схемы. И на ладошке у меня лицевая гладь. Пальчик вывязан индийским клином. Расход составил ровно 1 моток, 100 грамм. Пряжа от фабрики Comtex шелкопряд. Итоговый метраж 150 метров в 100 граммах. Поэтому можете подобрать любую пряжу, метраж 150 метров в 100 граммах, и смело вязать данные варежки. Смотрите, даже вот это вот, когда мы снимаем варежку, узор стягивает полотно, да, а на руке оно вот так вот распрямляется. Я набирала петли итальянским способом, спицами номер 3. Ссылочку я также оставляю в описании под видео на этот набор. Дальше провязана резиночка 1 на 1 спицами номер 3,25. После этого поменяла спицы на номер 3,5 и до конца вязала именно этими спицами. На самом деле вяжутся эти варежки очень легко. Я думаю, даже начинающие вязальщицы тоже смогут осилить вязание данных варежек. Схему на этот узор, ссылочку, я оставлю в описании под видео, поэтому можете перейти на мой телеграм-канал или на Ден, там посмотреть схему этого узора. Данные варежки, они не совсем толстые. Если бы была пряжа 100 метров в 100 граммах, конечно, они были более толще и более теплые. Но я не планировала такие варежки вязать пока, поэтому свяжу позже. Так, на самом деле варежки действительно такие вот замечательные и очень, вы знаете, такие приятные к телу. Так, на этом у меня все. Если кого-то заинтересует, смело вяжите, у вас тоже все получится. Приятного просмотра. Пряжа от фабрики Comtex шелкопряд, 300 метров в 100 граммах, 70% шерсть, 30% искусственный шелк. Что касается цвета, это вот такой вот голубой, но немножко он, вы знаете, как бы идет как меланж. Рекомендуют спицы номер 2,4, но я вяжу, начиная от спиц 3, 3,25 и 3,5 будет, там немножко меняться они будут. Так, буду вязать в 2 нити, то есть у меня итоговый метраж получится 150 метров в 100 граммах. Так, берем сначала спицу в работу, спицу номер 3. Я буду вязать методом Magic Loop. Спица номер 3, 80 сантиметров, то есть на спицах с длинной леской. Вы можете вязать на чулочных, на 5 спицах, как вам удобно, но я привыкла именно таким методом вязать, поэтому мне это очень удобно. Если кто-то еще не умеет провязывать вот таким методом, в принципе, можете посмотреть мое видео. Так, я буду набирать петли итальянским способом. В результате получится вот такой вот красивый фабричный край. То есть петельки будут правильно развернуты и будет эластичный набор. Но им нужно сначала набирать петли спицами номер меньшего размера. Так, значит, я беру номер 3, затем перейду на 3,25, резиночку буду провязывать, а дальше все тело у меня пойдет номер 3,5. Набирать будем 44 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Если заинтересует, тоже можете перейти по ссылочке, посмотреть, как набираются петли этим способом. Но можете набрать и своим каким-то другим способом. Кстати, подходит также немецкий витой способ. Так вот выглядит этот итальянский набор петель. Видите, петельки вот так вот разворачиваются аккуратно. Теперь пойдет резиночка 1 на 1. Будем провязывать, и я уже перейду на спицы немножко большего размера, то есть берем уже спицы номер 3,25. Набирали петли на троечке, сейчас переходим на 3,25 и дальше провязываем эту резиночку 1 на 1. Вот у нас идет первая петля лицевая, мы ее провязываем лицевой, дальше идет изнаночная, провязываем изнаночной петлей, и так вот повторяем: лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная. И вот таким образом до конца ряда провязываем резиночку эту 1 на 1, а затем вяжем еще 24 ряда. То есть всего будет у меня 25 рядов резиночки. У вас может быть немножко меньше, это уже как хотите. Посмотрите сами на свое усмотрение. Так, значит, резиночка у меня уже провязана. 25 рядов, 8 сантиметров. Вы можете немножко меньше, можете 7, можете 6. Так, сейчас я буду переходить уже на другие спицы, на спицу номер 3,5. И будем провязывать сейчас 5 рядов лицевой глади, для того, чтобы потом плавно перейти к провязыванию клина большого пальца. Итак, сейчас вяжем правую варежку. И смотрите, мы с вами провязали 5 рядов лицевой глади. Так, здесь я уже отделила 4 петли в самом начале ряда. Смотрите, где у нас будет хвостик. Вот этот. Он будет с этой стороны, с левой стороны. Когда правая варежка, она вяжется в зеркальном отражении левой, поэтому кончик, конец нити будет именно здесь, с этой стороны. Следовательно, вот здесь вот мы будем сделать прибавки. Значит, мы остановились полностью, весь ряд довязали здесь. Сейчас мы с вами идем на тыльную сторону, то есть вот сюда. А здесь у нас будет узор. Вот поэтому сейчас мы с вами плавно переходим на узор, провяжем первый ряд узора, дальше пойдем и будем делать уже прибавку. Значит, переходим, еще раз повторяю, на тыльную сторону. Итак, узор вот у нас будет такой. Здесь у нас 22 петли прописаны полностью. Я уже расписала этот узор для того, чтобы было понятно вообще, как вязать на тыльной стороне. Так, 10 рядов в высоту. По бокам 4 петли у нас будут всегда изнаночные. Вот здесь вот смотрите, 4 изнаночные полностью всегда. И в конце тоже 4 изнаночные. Дальше пустая клетка, это у нас лицевая петля. Вот это вот все лицевые петельки идут, да. Кружок обозначает накид, который у нас будет идти по диагонали. И кроме того, еще будут 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Вот тоже идут они по диагонали. Вот, поэтому, смотрите, узор абсолютно совсем простой. На мой взгляд, ну просто, скажем, такой вот идеальный для того, чтобы не использовать какие-то косы или ораны. Этот узор ложная коса на самом деле довольно-таки совсем простой. Так, начинаем провязывать первый ряд. Схему этого узора я размещу в телеграм-канале, а также на Ден. Поэтому, если будет что-то плохо видно, эта картинка, можно будет посмотреть на моем телеграм-канале или на Ден. И ссылочки я оставлю в описании под видео. Первый ряд. Узор совсем простой. Смотрите, первые 4 петли будут изнаночные. Провязываем изнаночными. Я вяжу классическими. 1 петля, 2, 3 и 4. Дальше накид, вот такой вот обычный накид, 3 петли лицевые, 1, 2, 3, и дальше убавка влево. Вот эту петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем ту, которая была снята, вот так. И дальше идет у нас 9 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И остается 4 петли, это будут изнаночные. 1 петля изнаночная, 2, 3 и 4. Все, мы с вами провязали первый ряд узора. Переходим уже на ладошку. Так, вот у нас ладошка. Вот у нас начало ряда, еще раз обращаю внимание. Так, мы с вами провяжем вот эти первые 4 петли. Тут у нас будут они все лицевые. 1 петля, 2, 3 и 4. Так, перекидываем маркер, и здесь у нас будет прибавка. Прибавка будет выполняться следующим образом. Подхватываем правой спицей протяжку, вот эту, вот так. Набрасываем на левую спицу. Правая стенка сейчас на
спицы, да, и за заднюю стенку провязываем лицевой. Все. Дальше идут у нас петли лицевые до конца этой спицы. У нас будут петли на ладошке все лицевые. Так, что касается этих прибавок, у нас будет их 13. Но мы с вами будем их выполнять через ряд. То есть, вот сейчас мы с вами выполнили прибавку, да? В следующий раз, когда мы провяжем там по узору, всегда будем по узору вязать, да? Значит, вот эта вот прибавка у нас есть. В следующий раз, следующий ряд мы с вами провяжем просто лицевой. А затем опять делаем прибавку и опять ряд без прибавок. Итак, у нас должно быть вот этих вот прибавок 13 петель. Так, провязали мы с вами первую прибавку. Идем на тыльную сторону. У нас сейчас идет второй ряд узора. 4 петли изнаночные провязываем. Они у нас идут неизменно в начале этой спицы, да. И вот в конце эти 4 изнаночные, они все время будут повторяться. Узор вот сам состоит вот здесь вот из этих петель. Так, смотрите, мы подошли к накиду. Мы его будем провязывать за скрещенной петлей за заднюю стенку. Вот так. Для того, чтобы не было дырки, все-таки это варежки, да, не хочется, чтобы они продувались. Так, дальше провязываем 3. Дальше идет накид. Вот накид обязательно не забудьте. Провязываем 3 петли лицевые. И вот у нас была убавка влево, и мы опять также делаем убавку влево. Эту петлю снимаем, провязываем следующую и набрасываем предыдущую. То есть как только дошли мы до этого вот от этой убавки, значит сразу тоже делаем убавку. Между ними 3 петельки. Так, и дальше провязываем остальные петли лицевые до этих 4 изнаночных. Их можно даже не считать, в принципе. Вот. Так, провязываем оставшиеся изнаночные петли. И у нас вот этот вот узор вот так вот будет повторяться. То есть будет идти плавная линия такая влево. Убавки влево, значит, будет идти такая диагональ влево. И получаться такая ложная коса. Так, мы с вами провязали второй ряд узора. Сейчас идем на ладошку. Так, смотрите, здесь у нас должно быть провязано первые 4 петли. Переснимаем маркер. Вот у нас петля, которая была прибавлена. Прибавка, да, мы ее провязываем лицевой. И все. И дальше тоже петли лицевые. Все. Дальнейшее вязание, я думаю, нам уже будет понятное. Так, провязываем таким образом дальше самостоятельно. С вами встретимся тогда, когда провяжем вот эти все прибавки. 13 должно быть прибавок. Но они должны быть через ряд. Вот, провяжем эти 13 прибавок. И по той стороне провязываем узор. Один раппорт у меня уже провязан. Это 10 рядов. Так вот выглядит поближе. Это по лицевой стороне. Ну, по изнаночной стороне, смотрите, вот, в принципе, вот так. Так, клин подъема я уже выполнила. Так, до манжета около 8,5 сантиметров. Сам манжет, как я говорила, 8 сантиметров. Но у меня 1 сантиметр провязан до первой прибавки. Следовательно, вес клин у меня получается где-то 7,5 сантиметров. Так, теперь мы с вами будем петли для большого пальца, вот эти вот 13 петель, которые мы с вами набирали, будем набросовую нить отдельно
выполняем. Мы берем сейчас иголочку. Вначале мы провяжем вот эти вот 4 петли. 1, 2, 3, 4. Так, маркер убираем уже. Берем иголку с контрастной нитью и переснимаем петли. 13 петель. Она у меня уже первая вот провязана, видите? Не просто набрана, но и провязана. Так, и снимаем набросовую нить с помощью иглы. Так будет удобнее вязать и легче дальше провязывать всю варежку. Так, вот смотрите, это вот набранная петля, она вот так вот идет. Вот, и здесь вот видно, что она была набрана. В крайнем случае можно повесить маркер, когда вот набираете петли, чтобы знать, сколько уже набрали. Можно здесь вот повесить маркер, между ними будет все видно. Так, сейчас вот эту нить вытаскиваем. И нужно завязать на узелок, чтобы петли все-таки никуда не убежали. Так, дальше мы с вами соединяем вязание в круг. Провязали 4 петли. И дальше вот смотрите. Я соединяю вот эту вот петлю. Но если у вас немножко, скажем, полнее рука, да, значит можно набрать еще 2 воздушные петли. Так, переходим мы с вами сейчас на тыльную сторону, там, где у нас узор. И дальше мы с вами будем провязывать по узору круговыми рядами. Так, смотрите, сколько у нас раппортов должно получиться. Вот 1 раппорт, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полных раппортов у меня провязано, поэтому можно вот таким образом ориентироваться. Значит, я вяжу дальше еще 33 ряда, у меня получится 6 раппортов до формирования вот этого нашего мыска. Итак, варежка у меня уже полностью провязана. Здесь у меня вот где-то 10 сантиметров. Так, давайте я, наверное, померю, покажу вам. Так вот выглядит сейчас эта варежка. И с этой стороны. Так, когда мы начинаем формировать мысок варежки. Вот смотрите, когда мы уже полностью спрятали наш мизинец. Так, вы знаете, я ориентируюсь так. Вот мы провязали с вами эту нашу варежку, закрыли мизинец полностью. Вот видите, он спрятался полностью. И тогда начинаем уже формировать вот эти вот убавления в нашем мыске. У нас это правая. Так, где наш этот хвостик? Вот здесь, вот, да, начало ряда, как бы здесь, да, но мы с вами начинали вот отсюда. Значит, мы сейчас будем делать убавление вот отсюда. Одну петельку провяжем, будем делать убавление. И не доходя одной петли, тоже будем с вами выполнять убавление. Точно такие же убавления будут и на той стороне. Но сейчас я уже провязывать узор не буду. Все, у меня провязано 6 раппортов, я остановилась. Дальше буду провязывать все петли лицевые. Значит, смотрите, каким образом мы с вами будем выполнять. Одну петельку провязали, значит так. Дальше берем 2 петли вместе и провязываем с наклоном вправо. Просто лицевыми провяжем. В конце спицы, не доходя 3 петель, вот это вот 3-ю и 2-ю, да, с конца, мы будем провязывать с наклоном влево, а затем последнюю петлю просто провяжем лицевой. И на той стороне точно так же. Я сейчас вам покажу, а затем уже будем выполнять самостоятельно, потому что в принципе дальше уже ничего здесь сложного нет. Значит, первая петля у нас провязывается всегда лицевой. Дальше идут убавления. Убавления в начале спицы 2 вместе с наклоном вправо. То есть просто за передние стенки вот так вот подхватываем и провязываем лицевой. Все. Довязываем до конца ряда, не доходя 3 петель. Так, вот остается у нас 3 петли в конце ряда.
Здесь у нас в конце ряда будет убавление влево. Значит, вот эту петлю мы снимаем вот таким образом, вторую провязываем, а эту, которую снимали, набрасываем на следующую. Вот так. То есть это убавка влево. Эту лицевую последнюю провязываем всегда. И вот такие вот убавления у нас будут с той стороны точно так же. Первую петлю провязываем лицевой. В начале спицы 2 петли вместе провязываем лицевой. Вот у нас убавка вправо. Так, дальше идут петли все лицевые, не доходя опять 3 петель до конца этой спицы. Так, на тыльной стороне, вот смотрите, мы доходим до накида этого, провязываем скрещенной петлей. Так, больше у нас накидов нет, потому что мы сейчас вяжем все лицевыми петлями. Так, здесь у нас в конце ряда 3 петли остается. Здесь у нас будет убавка влево. Вот так. Последняя петля провязывается лицевой. Так, вот смотрите, первый ряд с убавкой мы с вами выполнили. У нас получается убавка в начале ряда с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево. Точно так же и по этой стороне. Но единственное, что первую петлю провязываем лицевой, да, здесь и в конце ряда то же самое. Дальше мы с вами будем делать такие убавки, но через ряд. То есть следующий ряд мы с вами просто провяжем лицевыми петлями, нигде не убавляя. Значит, мы с вами выполняем 4 раза убавки через ряд. На спицах у нас 22 петли. И когда мы с вами выполним 4 раза убавки через ряд, у нас останется 14 петель. Потому что 22 минус 8, с одной и с другой стороны убавляем, да, остается 14 петель. И вот когда 14 петель останется, тогда мы с вами будем выполнять уже убавки в каждом ряду. И будем выполнять еще 5 раз. С двух сторон это 10 петель убавим. Получится 14 минус 10. Остается 4 центральных петли. Мы их с вами стянем иглой и заправим вовнутрь. Итак, убавки я уже выполнила через ряд 4 раза. Вот смотрите, они даже видны. Вот одна убавка, вот вторая, вот третья, вот четвертая. С одной стороны 4, с другой стороны 4. Всего 8 петель я убавила на одной спице. На одной спице было 22 петли, 8 петель убавили, остается 14 петель. Так, сейчас у нас уже будут убавки идти в каждом ряду. То есть мы с вами будем выполнять еще 5 рядов с убавками. Провяжем, но уже в каждом ряду. Первая петля будет опять провязываться, дальше будет идти убавка. С этой стороны в начале спицы вот таким образом. Убавка вправо. Так, доходим до конца ряда. Также за 3 петли останавливаемся. И делаем убавку уже влево. Так, последнюю петлю провязываем. Переходим на другую спицу. Точно таким же самым образом провязываем эти убавки. То есть еще 5 рядов мы с вами должны провязать с убавками уже в каждом ряду. Так, довязали полностью вот эти убавки 5 раз, и у нас остается по 4 петли на каждой спице. Вот так вот на руке выглядит этот мысок с другой стороны. Так, остается нам сейчас отрезать эту ниточку и с помощью иглы вдеть ее вовнутрь. Отрезаем небольшой хвостик, берем иглу, переснимем эти петельки. Так, вот это вот берем спицу, переснимаем эти петли на иголку. Так, теперь с другой стороны
и продеваем вовнутрь. Вот видите, стягиваем вот таким образом. Так, и берем вот по центру, заправляем иголку сюда, вот так вот. Так, вот мы стянули эти наши петли. Так, давайте я одену еще раз. Быстренько покажу, как смотрится сейчас вот на руке все. Вот видите, аккуратно получается. Когда постирается, они еще больше выровняются, поэтому на той стороне точно так же. Вот так вот распределяется этот мысок. Так, что касается пальчика, сейчас будем с вами провязывать его. Переснимаем петельки на спицу. Так, переснимаем вот таким образом. Нить вытягиваем. Так. То есть полностью все эти петли мы сейчас переснимем на спицы. Так, 2, 4, 6, 7. Так, 2, 4, 6. У нас 13 петель, да? Значит, вытягиваем сейчас одну леску. Итак, вытянули вот одну сторону. Вытянули леску, и сейчас переснимаем петли на другую сторону. Так, если у нас потерялись вот эти вот петельки, видите, тяжело поднять, поэтому берем вот таким образом и вытягиваем ниточку нашу. Так, вытянули. И вот смотрите, вот эта вот петля, она уже легко подхватывается. Так, следующая петля, вот видите, у нас даже здесь 2. Берем вот так вот, поднимаем. И тоже тянем за 2 ниточки. Вот эта вот петля, она аккуратненько достанется. Так, она вот затерялась, да, поэтому вот она, вот эта вот петля. И останется еще одна, вот она. Тоже аккуратненько вытягивайте, и вот если потянуть, видно, что это уже конкретно вот эта вот петля. Так, что касается пальчика, смотрите, после того, как пересняли петли, у нас 13 петель, потому что мы делали прибавки, да, для пальца именно 13 петель. Так, еще мы с вами 4 петли доберем. Значит, смотрите, вот с одной стороны одну петлю, с другой стороны и по центру 2 петельки. Здесь нужно очень аккуратно, потому что ну, отверстие, скажем, небольшое, поэтому не очень удобно будет. Так, но постараемся. Можно взять даже крючок, вот я взяла, да, значит, берем ниточку. Так, и будем с вами эту петельку поднимать. Сначала вот здесь вот сбоку. Можно, кстати, спицы здесь. Так, можно, в принципе, еще одну спицу взять, но я как-то всегда обхожусь 2. Точнее, вот этими, с длинной леской. Так, вот подхватываем, смотрите, сбоку берем вот эту вот петельку. Так. И вот таким образом подхватываем нить. Вот. Так, берем крючок в помощь и поднимаем вот за эту петлю. Вытягиваем нить. Вот. Вешаем на спицу.
Так, вот смотрите, нормально, подтянем ниточку, будет хорошо. Следующая петля идет вот здесь вот. Смотрите, я беру вот туда, прямо по центру, вот, и вытягиваю нить. Вот, тоже нормально, поэтому так, здесь мы подтягиваем, вытянем немножко спицу, чтобы было уже зафиксировано. И остается еще одна петля с этой стороны, сбоку. Так, подтягиваем вот эту ниточку, которая у нас есть, эту петельку. И смотрите, вот можно отсюда взять и просто ее вот таким образом провязать. Вот, все. Так, дальше идут у нас петли, которые были на спице. Значит, у нас получается 17 петель пальчика. Пересчитаем эти петли. Так, 2, 4, 6, 8. Так, и на той стороне 2, 4, 6, 8, 9. Так, всего 17 петель. Значит, дальше вяжем этот пальчик самостоятельно. Провязано у меня будет 22 ряда, примерно 6 сантиметров. Я сейчас провяжу, и тогда вам уже точно скажу. Так, пальчик у меня уже провязан. 22 ряда. В сантиметрах это примерно около 6. Так, теперь закрывать будем петли на пальчике. Каким образом? Смотрите, у нас сейчас будут выполнены убавки. Значит, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, а затем одну лицевую провязываем. И опять 2 лицевые вместе и одну лицевую провязываем. И так вот до конца ряда. То есть мы с вами убавим петельки за 2 ряда. 2 первые петли провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Вот так. Дальше будет 1 лицевая. И повторяем. 2 петли вместе и 1 лицевая. Здесь у меня остается еще 2 петли вместе, я их провязываю лицевой. И сейчас перехожу на другую сторону. На другой стороне эту мы с вами провязываем, потому что там была убавка. И опять 2 петли вместе лицевой. Так, повторяем до конца ряда. И смотрите, у нас останется совсем немножко петель. Так, вот последняя убавка. Тоже 2 петли вместе. Так, следующий ряд. И в последнем ряду мы с вами провязываем 2 петли вместе лицевой. Так, вот тоже провязываем, потому что здесь немножко будет туговато, поэтому немножко вот так вот раздвигайте петельки и провязывайте лицевой. Вот так. Можно здесь чулочными спицами выполнять это, но я как-то все время уже приловчилась на длинных лесках. Так, это остается петля, мы с вами вытянем на ту сторону. И здесь вот тоже делаем вот такие же самые убавки, да. Так, аккуратно выполняем. Если у вас такие вот петли тугие, последние, значит их немножко вот так вот раздвиньте и провяжите, что последний ряд будет немножко такой вот плотный. Так, вот у нас остается еще 1 петля, мы ее просто провяжем лицевой. Вот на спицах 6 петель. Сейчас я возьму иголку, отрежу ниточку и тоже их стяну и заправлю вовнутрь, так же как были выполнены вот здесь вот. И все, пальчик наш будет готов. Так, теперь будем вязать с вами левую варежку. Значит, смотрите, на левой варежке у меня уже провязана резиночка, набраны петли фабричным способом, итальянским, вот так вот поближе видно.
Так, дальше 5 рядов лицевой глади. И сейчас у нас должны быть идти прибавки в клине большого пальца. Так, но на этой стороне, смотрите, мы с вами уже начинаем провязывать следующим образом. У нас вот эта сторона будет уже ладошка. Вот у нас ниточка, начало ряда уже будет вот здесь. Потому что на правой у нас было начало ряда вот здесь вот, да, помним. Так, что касается левой стороны, левая варежка, вот начало ряда, это будет ладошка, а вот там будет уже тыльная сторона, будет идти узор. Значит, мы с вами сейчас провяжем до 4 петель, вот я уже повесила маркер, и прибавочки у нас будут выполняться вот здесь, до маркера. Я сейчас вам покажу, как они будут выполняться. Провязываем полностью эти петли до маркера. Доходим вот до маркера. И смотрите, у нас идет прибавка с протяжки, но мы с вами будем вешать вот таким образом. Вот так. Сейчас уже левая стенка на спице. Подхватываем ее и провязываем лицевой петлей. Вот так. Переснимаем маркер. Дальше идут петли, оставшиеся 4. И все. И вот смотрите, вот такие вот прибавки у нас будут выполняться на левой варежке. Точно так же, да, то есть 13 петель мы с вами должны набрать, провязать еще один ряд с прибавками. Следующий ряд у нас будет без прибавок. При этом сохраняем вот этот узор по тыльной стороне. Так, что касается дальнейшего вязания, уже я вам больше показывать ничего не буду, потому что все остальное будет провязываться так же, как и правая варежка. То есть и пальчик точно так же, такое же количество рядов до убавок в мыске. Вот, поэтому и узор точно такой же провязывается, поэтому все одинаково. И вот такие варежки у меня уже получились. Я уже их постирала. Стирала я руками при 30 градусах, сушила на горизонтальной поверхности. Конечно же, перед этим выжила, как все равно вот рулетиком таким, да. Вот, и поэтому вот такие замечательные варежки у меня уже есть. Если вам этот мастер-класс был полезен, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписан. Ну и, конечно, переходите по ссылочкам в описании. Там тоже, я думаю, найдете много интересного и полезного по вязанию. А также ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео.